Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько горячих тем. Меркель спустя 10 лет снова защищает свое решение по миграции, а Мерц готовит осенние реформы и требует изменений в социальной политике. Европейская комиссия оправдывает сделку с Соединенными Штатами Америки, и это напрямую затрагивает экономику Европейского Союза. Пенсионная система снова в центре споров, обсуждают и возраст выхода, и размер выплат. Армия сталкивается с нехваткой солдат, а в Нижней Саксонии один человек превратил свой дом в арт-объект из 130 тысяч пробок. Обо всем об этом по порядку, оставайтесь с нами, будет интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить главные новости дня. Спустя 10 лет после кризиса 2015 года и знаменитой фразы Ангелы Меркель «Мы сможем это сделать», ставшей символом политики открытости, экс-канцлер Ангела Меркель остается без колебаний в своей позиции. В недавней документальной программе НДР она подчеркнула, ее решение впустить беженцев тогда было верным, и она ни о чем не жалеет. Меркель считает, что Германия в итоге многого достигла и что это была не разовая акция, а процесс, который продолжается. Ошибок в выборе пути она не видит, хотя соглашается, что ситуация вряд ли стала проще, в том числе из-за роста популистов. Интересно, что совсем недавно канцлер Фридрих Мерц высказал противоположную оценку. Он счел, что цели интеграции пока не достигнуты. Но Меркель настаивает на необходимости европейского подхода и единства. Цитата: «Если мы разобщимся в вопросах миграции, у нас будет большая проблема. Нужна сильная единая Европа», сказала она. Также она подчеркнула, насильственный отказ от въезда людям, стоящим на границе, был бы для нее абсолютно неприемлем. И добавила, что многие немцы проявили солидарность и поддержали новых соседей. Они поступили по-человечески. А дальше очень важные новости. Канцлер Фридрих Мерц ХДС считает, что приближается осень реформ и организовал встречу с руководством своей партии, включая ХСС и руководство фракций, чтобы обсудить стратегию. Он настаивает на пересмотре социальной политики и подготовке коалиции к новым вызовам. По его мнению, сложившийся формат социального государства уже слишком дорог и требует структурных изменений. После его заявления представители СДПГ отреагировали спокойно. Генсек партии Тим Клюсендорф отметил, что это скорее пафосный элемент партийной речи, а не реальная линия коалиционной политики. Его партия выступает за сохранение социальной системы как основы демократии и социальной экономики. Позиции социал-демократической партии Германии выдерживают оптимизм. Лидер фракции СДПГ Дирк Визе подчеркнул важность повышения темпа внутрипартийной работы и заявил, что реформы возможны в рамках диалога и компромиссов. Министр финансов Ларс Клинбель указал, что выступает за реорганизацию социальной политики, но только через справедливое перераспределение, не через резкие сокращения расходов на нуждающихся. Ярче всех выразилась глава экономической политики фракции Серпил Медиатли. Она напомнила, что социальные так называемые завоевания строились больше века, и их нельзя разрушить только из-за бюджетных расчетов. Вице-председатель СДПГ Петра Кёпинг отметила, что реформа возможно, но видеть в ней лишь попытку экономии значит не понимать сложность задачи. И это еще не все. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально оправдала торговую сделку с Соединенными Штатами Америки, заключенную при участии Дональда Трампа. По ее мнению, это было стратегически верным решением, направленным на обеспечение стабильности и предсказуемости, а не эскалации конфликта. Фон дер Ляйен отметила, цитата: «Представьте, если бы две крупнейшие демократии мира не договорились и началась торговая война. Это бы обрадовало лишь некоторых недоброжелателей». Она назвала итог хорошим, пусть и не всегда идеальным соглашением, которое позволяет избежать более серьезных экономических потрясений. В числе уступок увеличение пошлин до 15% на импорт из Европы, но с одновременным освобождением от пошлин для продукции Соединенных Штатов Америки в Европейский Союз. Кроме того, Европейская комиссия заверила, такие договоренности – это часть усилий по диверсификации риска. Европа ведет переговоры с Мексикой, странами Меркосур, Индонезией и намерена завершить соглашение с Индией в ближайшее время. Президент комиссии также подчеркнула необходимость укрепления европейского единого рынка и повышения конкурентоспособности блока. А теперь пенсионные новости Германии. Если человек никогда не работал и не делал взносы в пенсионную систему Германии, он не получает никакой пенсии ни по старости, ни по инвалидности. Но в таком случае единственная защита на старость – это социальная базовая помощь.
Она покрывает аренду, отопление, медицинскую страховку, все необходимое для проживания пенсионера. Стандартная сумма для одинокого пенсионера составляет около 563 евро в месяц, а для пары по 506 евро на человека, если они никогда не работали. Исключение сделано только для родителей. За воспитание детей начисляются специальные пенсионные, назовем их так, баллы, даже при отсутствии официальной занятости. За каждого ребенка в Германии, родившегося до 1992 года, начисляется 2,5 года таких баллов. Если после, тогда до 3 лет. Один год эквивалентен примерно 40,79 евро в месяц на пенсии. Так что один ребенок может принести до 122,37 евро ежемесячно. Но даже эти плюсы не гарантируют полноценную пенсию. Чтобы претендовать на увеличение, так называемую надбавку к пенсии Grundrente, нужно набрать минимум 33 года пенсионного стажа, включая обычную работу, уход за родными или воспитание детей. И еще одна новость в продолжении темы о пенсиях. Социальный министр Северного Рейна-Вестфалии Карл Йозеф Лауман резко отверг идею поднять пенсионный возраст до 70 лет. По его словам, нынешний пенсионный поворот в Германии уже находится выше, чем во многих других странах Европы, и дальше его поднимать не нужно. Он также выразил раздражение тем, что похожие предложения исходят зачастую от политической молодежной организации, самые представители которых при этом еще не учатся и далеки от реальной трудовой жизни. Лауман призвал обратить внимание на тех, кто с молодости работал и заслуживает возможности отойти от трудовой деятельности раньше. Кроме того, министр заявил, что любые изменения в пенсионной системе не могут касаться только одной части населения. Если будут корректировки в возрасте выхода на пенсию, это должно отразиться и на пенсионном обеспечении государственных служащих. Сейчас пенсии у них заметно выше, чем у обычных получателей. По мнению Лаумана, важно сохранить баланс и справедливость. Реформы должны учитывать вклад каждого, а не лишь облегчить нагрузку бюджета за счет самых уязвимых. И вот мы с вами добрались до интересных новостей. Нижесаксонец Франк Цёйдлер превратил свое жилье в настоящее сияющее произведение искусства. Он украсил стены, полы, потолок и даже костюм 130 тысячами пробками от бутылок. Все началось с первого набора примерно 2000 крышек, которые Франк наклеил во время ухода за собственной матерью. Эти первые усилия сопровождались неудачами. Спустя 3 дня 1500 пробок рухнули, и лишь 500 пробок держались на стене. Однако неудача его не остановила. Сегодня почти весь дом в городе Ниненбург покрыт великолепной мозаикой из пробок. В этом хобби он находит не только эстетический интерес, но и оазис спокойствия. Цитата. «Меня успокаивает наблюдение, как каждый малюсенький металлический круг начинает светиться», рассказывает Франк. Его проект стал настолько масштабным, что мужчина уверяет, преодолел рекордную отметку и претендует на попадание в книгу рекорда Гиннесса. Каждую неделю он посвящает своему делу до 25 часов. Однако за время ухода за матерью творчество пришлось бросить. Несколько лет он не возвращался к клею и крышкам. Сегодня он вновь активен и постит фото своего корнепробка дома в Инстаграм под никнеймом «Корнепробка Франк». Но для Франка это не просто арт-проект, он видит в нем инструмент, чтобы привлечь внимание к теме ухода за родственниками. Цитата. «Я благодарен каждому социальному сотруднику и дому престарелых, но если бы не люди, ухаживающие за близкими, наша страна давно бы рухнула», говорит он. И у меня есть еще одна новость для вас о воинской службе. В Германии наблюдается серьезный дефицит в армии. Недостает около 80 тысяч профессиональных и контрактных солдат, а резервы около 140 тысяч человек. Это вызывает тревогу у эксперта. Без таких ресурсов страна не сможет выполнить обязательства перед НАТО. Глава оборонного комитета Бундестага, представитель ХДС Томас Рёвикамп, выразил сомнение, что проблему удастся решить только с помощью добровольцев. Он требует, чтобы в новый закон о военной службе был встроен автоматический механизм возвращения к обязательной службе, если набор добровольцев не обеспечивает нужного числа роста. По его мнению, подобные меры необходимы уже сейчас, чтобы своевременно заполнить нехватку. Министр обороны Борис Писториус из Социал-демократической партии Германии предлагает иной подход. Новая модель службы, основанная преимущественно на добровольности, но с фактом, то есть механизмом возврата к обязательному призыву, если добровольцы не придут в нужном количестве. Законопроект по его замыслу должен вступить в силу в начале 2026 года. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.